Гарри Вайнерчук – американский серийный предприниматель, писатель, произведения которого 4 раза попадали в список бестселлеров The New York Times, лектор и популярная интернет-персона. Гарри родился в ноябре 1975 год в городе Бобруйск, Республика Беларусь. В 3-летнем возрасте эмигрировал с родителями в США. В середине 1990-х годов начал работать у своего отца в магазине по продаже спиртных напитков в Спрингфилде. Магазин тогда назывался Шопа S Discount Liquors. Работая в качестве управляющего, Гарри превратил магазин в специализированный супермаркет по продаже вин и крепкого алкоголя, сменив название на Wine Library. А затем в 1997 году запустил интернет-сайт Wine Library. В результате работы он превратил 3-миллионный семейный винный бизнес в предприятие, приносящее $60 миллионов в год. С февраля 2006 год Вайнерчук ведет в интернете ежедневный видеоблог, посвященный винам, под названием Wine Library TV, в котором увлекательно рассказывает о вкусе вин и сравнивая их между собой. Мировая аудитория видеоблога достигла около 90 тысяч человек. В октябре 2009 год вышла его книга Crush It. Why now is the time to cash in on your passion? Дословно название можно перевести как «Сделай это». Почему сейчас самое время разбогатеть, делая то, что ты любишь больше всего? В течение первых недель после начала продаж книга достигла 1-го места по продажам бестселлеров в рейтинге Amazon.com. Вы на канале «Мудрость слов». Избавься от лишнего долга на следующий год, чтобы избавиться от долга. И, кстати, 1 год долга – ничто. Задолженность составляет, и нет никаких причин иметь ее, если вы настолько близки, и вы уже хотите избавиться от нее. Сделайте вашу основную вещь номер 1 прямо сейчас. Если у вас есть долг прямо сейчас, отрабатывайте свою задницу, избавься от долга, затем откажись и сэкономь деньги. 24 месяца ешь дерьмо, а потом ешь икру всю оставшуюся жизнь. Совет номер 1, который я имею, это общаться, учиться общаться. Самосознание, трудовая этика, движимая чем-то большим, для меня это благодарность. Если вы хотите быть не таким, как все, вам придется вести себя соответственно. Поставь все на себя. Ширина – это мило, но глубина – это все. Делай работу. Все хотят быть успешными, но никто не хочет делать работу. Я люблю игру, я уважаю всех, даже наших конкурентов и людей, которые не верят в нас, но я хочу победить. Я хочу выиграть больше всего на свете. Позитив всегда побеждает. Всегда. Люди будут смотреть 4-часовой фильм, если он великолепен. И они получат 6-секундную лозу через 2 секунды, если она отстой. Каждая секунда, когда ты думаешь о том, что там у кого есть, забирает твое время. Время, когда ты можешь создавать что-то для себя. Жаловаться не имеет значения. Пусть ваши действия диктуют, вместо того, чтобы сидеть и чувствовать, что вы не контролируете себя.
То, что ты не сделаешь, обернется с тобой позже. Пока человек, который теряет больше всего, обладает самосознанием, в конечном итоге он победит. Самосознание является высшим в нашем обществе сейчас. Люди должны начать нарушать правила. Хватит идти так, как ты думаешь, что это нужно сделать. Вот почему я люблю проигрывать. Это мотивация для меня. Я никому не верю. Я не верю их комментариям на YouTube. Я не верю своей матери. Я верю мне. Я думаю, что самая большая ошибка, которую мы совершаем, заключается в том, что мы надеемся, кто мы есть, вместо того, чтобы проверять, кто мы есть. Мы живем во время, когда самосознание недостаточно разворачивается, потому что люди гоняются за повествованием, как, например, в чем вы хороши. Не надо слишком сильно переживать по поводу всякого дерьма. Самое большое препятствие – это недостаток оптимизма. Я правда верю, что высокая самооценка – это лучшее лекарство в жизни. Забавно, но если люди имеют для тебя значение, ты больше зарабатываешь. Я люблю, когда что-то не получается. В такие моменты я могу проявить себя по максимуму. Я всегда смотрю вперед. Очень редко оглядываюсь назад. Люди говорят дерьмо, и я знаю, что большинство из вас, 99% из вас, не собираются ничего делать. Где мотивация останавливается и начинается. У всех есть разные ответы, но вот что я могу вам сказать. Мотивировать действительно легко, либо вы его получили, либо можете его посмотреть. Это действительно трудно выполнить, это переменная, которая разделяет вас. Что ты хочешь делать до конца своих дней? Делай это. Я правда верю, что высокая самооценка – это лучшее лекарство в жизни. Моей целью было убедить маркетологов в том, что в наши дни бизнес заключается в стремлении сделать клиентов счастливыми. Станьте интересным для изучения. Бизнес – это марафон, и большая часть общества думает, что это спринт. Заботься о себе или умри – это более значительный сдвиг в культуре, чем ты думаешь. Делай то, что делает тебя счастливым.
Делай это просто. Проведи исследование. Работай усердно. Смотри вперед. Знаешь ли ты, сколько компаний хотели, чтобы я сделал для них энергетический напиток? Потому что я назвал свою книгу «Crush It». Возможно, однажды это будет весело, но сейчас я думаю, что это подорвет личный бренд, в который я встроенный. Оставайтесь со мной, здесь полезно быть.